Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости и подписчики моего канала, садоводы и огородники. Заканчивается февраль, а это значит, что уже скоро календарная весна, и мы приехали в магазин Leroy Merlin, чтобы посмотреть, какие же привезли товары на весну для садоводов, огородников и дачников. Магазин у нас очень большой, находится он в городе Люберцы Московской области. Сразу видно уже на входе, что товаров очень много привезли. Будем искать новинки. Первое, что мне понравилось и то, что мне нужно, это вот такие лотки. Вообще это лоток для обуви, конечно, но мне нужно для того, чтобы поставить рассаду. Стоит 175 рублей. Не очень дорого, в принципе, думаю, что я возьму. Для сравнения, вот такой же лоток, но уже именно для рассады, стоит немножко подороже. Бортики примерно такие же по высоте и по размеру он примерно такой же, но стоит он подороже, 233 рубля. Ну, тоже достаточно удобный. Вот и горшочки рядом, 155 рублей. Набор из 10 штучек. Готовые уже стаканчики для рассады, подойдут для томатов, баклажанов, перцев. 0,5 литра по объему. Дырочки уже есть. Все очень красиво. Круглой формы, стандартные. Рядом есть подешевле. Горшочки квадратные. Они немного более удобные, но пластик у них потоньше. Ну, конечно, они попроще. Но такие горшочки тоже служат несколько сезонов. 2-3 года спокойно они для вас будут полезны и не сломаются. 75 рублей за 10 штук. Есть вот такой набор уже готовый с поддончиком. Здесь 6 горшочков по 0,5 литра. 6 штучек. Тоже достаточно удобные. Тонкий пластик, и стоят они 177 рублей. Кому-то и такой вариант будет, я думаю, очень интересен и подойдет. Рядом фитосветильники. Это специальные лампы для рассады. Достаточно они дорогие здесь. 393 рубля за светильник мощностью 9 ватт. Хорошая вещь. Ну, честно вам скажу, я пользуюсь обычными светодиодными лампами. Хотя такие светильники у меня тоже имеются в наличии. Вот очень удобная штучка, 370 рублей для тех, кто выращивает цветы в основном. Это небольшой такой мини-секатор, я его называю. Ну или садовые ножницы, кто как называет. В общем-то это секатор, конечно. Он предназначен для нетолстых веток диаметром 6 мм. 370 рублей. Работать им значительно легче, чем обычным настоящим секатором. Торфяные таблеточки для тех, кто любит выращивать черенки. Да и не только черенки, но и петунию, говорят, в них очень удобно выращивать. Напишите в комментариях, если вы такими пользуетесь таблетками специальными для выращивания. Вот напишите, что вы в них выращиваете. 88 рублей за 12 штук. Многие интересуются, сколько же сейчас стоит грунт для рассады. Сейчас начинаем уже сажать на рассаду перцы в основном. Томаты чуть-чуть рановато, чуть попозже. Ну вот смотрите. Смотрите, вот такой есть подешевле грунт, 195 рублей за 25 литров. Это, наверное, самый простой вариант грунта в Leroy Merlin. 150 литров, большой пакет. Посмотрим сейчас, сколько он стоит. Ну, почти 1000 рублей. Ну, не каждому это столько земли нужно. Но, может быть, кто выращивает много растений сразу. Такой вариант более экономный. Небольшие пакетики, которые чаще всего расходятся среди садоводов, это 20-литровые пакетики. Грунт 198 рублей. Кстати, вот этот производитель я уже брал его, мне понравился. Хороший у него грунт. Многим нравятся также вот такие кокосовые брикеты. Их еще называют кокосовый торф. Но думаю, не совсем это правильное название. 198 рублей. Это кокосовый субстрат. Его нужно размачивать в воде. Агроперлит. Очень часто пользуюсь этой добавкой для разрыхления грунта и удерживания в нем влаги. 5 литров стоит 105 рублей. Ну, в светофоре там, конечно, подешевле, я видел. Практически такой же. Пленка полиэтиленовая для тех, кто любит ранние посадки. Сделать укрытие парничка. Неплохой вариант, уже готовый в рукаве. 10 метров на 3 метра, 758 рублей.
эта пленка поплотней, а вот потоньше пленочка 60 единичек такого же размера 10 на 3, 390 рублей. Отличный вариант для парничка. Давайте посмотрим, что среди удобрений. Весенние удобрения азотные, карбамид от Фертики. Это фаска 105 рублей, 1 килограмм подешевле. От Фертика она обычно всегда подороже. Сейчас посмотрим, сколько она стоит. 252 рубля, но за 2,5 килограмма. Ну, в принципе, цена практически такая же. Даже один в один, наверное. Удобрение карбамид мочевина 108 рублей. Ну, это вот такая. Многие пользуются весной. Весна-лето. Это удобрение от Фертики. Комплексное. С упором на азот, я думаю. 1 килограмм. Давайте посмотрим, сколько он стоит. 160 рублей за 1 килограмм. Ну, неплохое удобрение. Неплохое, в принципе. Я такое брал и пользовался. Переходим к семенам. Начнем с огурчиков. Давайте посмотрим, что у нас тут среди огурцов. Очень большой выбор, честно вам скажу. Но сейчас вам покажу, какие цены. 65 рублей, 50 рублей, 45 рублей, 23 рубля, 53 рубля. В общем, цены от дешевых до дорогих. Огурец Феникс, вот смотрите, от Гавриша, 25 рублей. Огурец Герман, многие его очень любят. Я тоже такой сорт часто сажаю, мне очень нравится. Это гибрид, который не требует опыления пчелами. Партенокарпический, вот вспомнил. Букетные завязи, очень много обычно, очень урожайный сорт, очень много огурчиков на нем. Давайте посмотрим, что у поиска. Поиск нам предлагает Форсаж Арамис. Это, естественно, гибриды F1, тоже очень хорошие гибриды. Я их выращивал, мне очень понравилось. Ну и вот такие вот забавные огурцы длинные, кому нравится. Китайские огурцы, восточный деликатес. Здесь 5 штучек в пакетике. Я такие тоже выращивал, но честно вам скажу, мне больше нравится стандартный вариант, который перед этим я вам показывал. Вот он, этот стандартный вариант. Опять же, Кураж F1, отличный гибрид. Один из моих любимых. Практически ежегодно его сажаю. Не требует опыления пчелами. 10 штучек семян в пакетике. Недорогой, надежный и устойчивый к болезням гибрид. Проверено мной на своем опыте. 60 рублей стоит, цена достаточно такая отличная. Вот не поверьте, друзья, сейчас я вам покажу. Вот можно купить такие семена, они прям в самом низу. 10 штучек семян, 10 огурчиков. Вы сейчас просто упадете от цены. 3 рубля 70 копеек. Ну пусть 4 рубля, но вы представляете, это я не знаю, где еще дешевле можно купить. 23 рубля стоит томатики. И смотрите, что он показывает. Это Добарау черный. Многим известный сорт. Очень старый, очень вкусный томат. Но, к сожалению, очень быстро он подхватывает болячки. 20 штучек семян. 20 семян. Хороший сорт, очень вкусный, но болеющий. Томат Брауни F1 122 рубля. Показываю вот из-за высокой цены. Вот смотрите, такие вот томатики. Очень похож он на сорт Кумата. Смотрите. Здесь всего лишь 5 штучек. 5 штучек семян. По 122 рубля. Можете посчитать, сколько одно семечко будет стоить. Выбор томатов очень большой. Я себе, кстати, присмотрел. Вот на него я сейчас навелся. Это Пузата Хата. 43 рубля. Это сорт. Я его купил просто попробовать. Не знаю, насколько он хорош. Может быть, кто-то уже такой выращивал. Напишите в комментариях. Здесь 20 штучек семян. Ну, более-менее 20 штук. Все-таки это нормально. Это щедрый вариант. И не очень дорогой. 37 рублей, веселый сосед. Вот кому нравятся такие ребристые томатики, интересные, очень некрасивые.
Крупноплодные от Гавриша. Здесь у нас, вот не успел я вам сказать, сколько там семян. Ну, посмотрите, нажмите на паузу, и вы увидите, сколько семян в пакетике. Думаю, немного. 0,05 грамма. Это штучек 10, я думаю. Переходим к перцам. Сейчас очень популярно выращивать вот такие крупноплодные перцы, толстостенные. Показываю вам сорт Богатырь. Хороший сорт. Можно с него потом взять семена. 20 штук перцев лежит в пакетике. Хороший сорт. Однажды я такой выращивал. И стоит он 25 рублей. А вот сейчас очень популярные такие вытянутые плоды у перца. Вот смотрите, какаду желтый. Я в этом году посадил какаду красный. Это, конечно, гибриды F1. 0,1 грамма. Штучек 10, я думаю, семян там. Но красивые вытянутые плоды. Переходим к баклажанам. Я, честно говоря, небольшой любитель выращивания баклажанов, но вам их обязательно покажу. F1 Багира 43 рубля. Если вы такой гибрид сажали, напишите в комментариях, понравился вам он или нет. Давайте перейдем к редиске. Посмотрим одну из самых популярных культур у наших дачников. 25 рублей французский завтрак. Старый добрый французский завтрак. Я вот сколько себя помню, столько он есть в продаже. 3 грамма семян. Это, друзья мои, щепоточка. Щепоточка. Совсем чуть-чуть. Вот. Но сорт хороший. Особенно если хотите вырастить в теплице ранний урожай редиса, я вам рекомендую французский завтрак. Импортные семена редиса. Давайте посмотрим. 1 грамм семян. Это чуть-чуть. Совсем немножко. Но, как правило, гибриды F1 показывают более лучшую урожайность, более красивый плод, меньше болеют. И, в общем, вырастить редис легче F1, чем сортовой. Напишите в комментариях, как вы по этому поводу, что об этом думаете. Вот еще гибриды. 47 рублей. Ну, цена не очень большая, конечно, не очень большая. Средняя, я бы сказал. Красивые плоды. Мякоть сочная, 1 грамм семян. Ранний гибрид редиса. Смотрите, друзья мои, редис жара. Старый добрый сорт. Вот в таком пакетике. Масса 1 грамм. И, внимание, цена 3 рубля 70 копеек. Ну, то же самое, что и с огурцами. Такую же цену. Для пенсионеров вообще классно просто. Набрал таких семян. Пакетики некрасивые, ну и кому не нужны картинки, пожалуйста, покупайте в таких дешевых пакетиках. А семена-то там практически такие же. Вон морковь нанская, красная. То же самое, 3 рубля 70 копеек. В красочном пакетике она будет стоить 25-30 рублей. Давайте на свеклу посмотрим. 30 рублей за пакетик свеклы. Что за сорт? Эфиопка, известный сорт. Старый добрый сорт. Смотрите, 3 грамма семян. Хороший сорт свеклы. Не крупные, такие средние плоды у нее. Хорошо растет, быстро набирает массу. Кому нравится цилиндрический, цилиндров 25 рублей. Ну и вот здесь уже я вам показываю другие сорта свеклы. 25 рублей. В принципе, недорого. Недорого. 37 рублей свекла, но уже гибридная. F1. Повторюсь, что гибриды, конечно, более устойчивы, но, к сожалению, с них нельзя брать семена. Точнее, семена-то брать можно первый год, ну а дальше уже нельзя. Но, как правило, конечно, гибриды более устойчивы и к болезням, и в остальном легче их выращивать. Морковку давайте посмотрим. 23 рубля морковь нанская. Помните, 3 рубля 70 копеек и 23 рубля в красочном пакетике.
Вот перешли мы к лучку наконец-то. Многие, наверное, ждали этого сюжета про лук. Лук уже можно, в принципе, покупать. В Леруа Мерлен я здесь нашел, увидел, точнее, несколько сортов. Это стандартный лук Сивокс Стурон 0,5 килограмма, 198 рублей. Другой сорт, белоплодный, будет подороже. Думаю, это столовый сорт, он не такой острый, понравится тем, кто любит салаты. 0,5 килограмм Штутгартен Ризен, 177 рублей. Один из любимых сортов лука. Один из моих любимых, не знаю. Напишите в комментариях, как вам Штутгартен Ризен. Или вы сажаете другой сорт. Я чаще всего этот. 280 рублей за килограмм. Есть побольше упаковочка. С виду, я вам скажу, такое, ну, неплохое состояние. Неплохое. Луковички более-менее ровные. Red Baron, красный лук, 1 килограмм, 422 рубля. Очень сладкий лук, салатного типа. Может быть, лёжкость у него не самая лучшая, но вот покушать в свежем виде самое то. Шашлычок добавить. Вот смотрите, такой есть элитные такие луковицы, крупные, 1 к 1, прям калиброванные. Но стоит он, конечно, 422 рубля за килограмм. Штутгартен Ризен. К укропчику перешли. Укроп я ежегодно сажаю. Правда, у меня и самосевом тоже растет. Гладиатор. Старый сорт. Надежный. Я такой уже сеял. 2 грамма семян. Среднепоздний сорт. Думаю, я себе такой возьму. В этом году также. Вот от другого производителя укропчик. Такое название интересное. Укроп к шашлыку. Наверное, специальный шашлычный укроп. Не знаю, чем отличается. Думаю, это просто рекламный ход. А вот, друзья мои, руккола. Один из любимых моих, не знаю, как сказать, овощей, наверное. Это же из рода капусты они у нас. Руккола. Стрела купидона. Двурядник тонколистный. Она же руккола. 1 грамм семян в пакетике. И стоит 33 рубля. Ну, нормальная, в принципе, цена. Можно и взять. Есть подешевле, вот за 15 рублей, пожалуйста. Вот такая вот. Там, наверное, семян поменьше будет. Ну и подешевле, кому не надо много. От другого производителя. Петрушка. Петрушку сажаю ежегодно рассадным способом. Как это сделать, у меня есть видео на моем канале. Посмотрите, итальянский гигант. Один из моих любимых сортов. Сажаю его ежегодно. Очень быстро он отрастает после обрезки. Ну просто бешеная у него продуктивность. Отличный сорт. Среднеспелый. Меня полностью всем устраивает. Переходим к цветочкам. Ну, как всегда, начну с петунии. 57 рублей. Вот такие красивые, пестрые петунии. Рядышком тут у нас также петуния. 233 рубля. Обратите внимание. Вот есть F1 гибридная петуния. Она всегда дороже, конечно. Одни из моих любимых растений однолетников — это бархатцы. Отклоненные. Всегда их сажаю, очень они мне нравятся, неприхотливые, быстро всходят, легко выращивать, переносят жару, переносят затяжные дожди. Невысокие сорта отлично противостоят ветру и граду, не падают, не обламываются. Сажаю всегда их ежегодно, выбираю низкорослые бордюрные сорта высотой 25-30 сантиметров. Ну и календула, конечно. Календулу также многие любят. Это лекарственное растение, полезное для сада и огорода. Способна отгонять различных вредителей. Поэтому рядом с капустой ее можно сажать, чтобы гусениц поменьше было. Не смог пройти мимо стенда с астрой. Астру выращивать достаточно сложно сейчас. Она болеет, ее нужно постоянно обрабатывать. 27 рублей за 0,3 грамма. Известный старый сорт белая башня. Башни есть разные. Розовая, красная. Очень красивое растение. Для срезки просто красота. Раньше, помню, на 1 сентября все время родители мне с собой давали букет из астры. Сейчас астра очень болеет. Всегда ее нужно обрабатывать, чтобы вырастить от болезней.
25 рублей, 40 рублей. Цены разные. Разные. Зависит от сорта, зависит от количества семян в пакетике. Но думаю, что любой любитель астры здесь найдет для себя то, что ищет. Совершенно разные расцветки. 63 рубля вы сейчас видите. Такой фиолетовый сорт астры. Есть астра сразу в миксе, то есть разноцветная. И вот еще один интересный стенд с такими оригинальными пакетиками для семян. Вот 90 рублей стоит гибридная петуния от компании Дарит. Я такую ни разу не брал. Если вы брали от этого производителя, напишите в комментариях. Есть также и бархатцы 0,3 грамма 30 рублей. У меня, кстати, очень много своих семян обычно всегда. Я бархатцы беру со своих растений осенью. Их очень легко собрать. Семена бархатцев хорошо хранятся. И самое главное, свои семена всегда хорошо всходят. 55 рублей за 10 штучек. Вот посчитайте, сколько одно семечко стоит. Розы, друзья мои, как же мне жалко эти розы. Посмотрите, они уже перерастают. Их надо высаживать в отдельные емкости. 350 рублей за розу флорибунда в ассортименте. Но они все уже с ростами по 20 сантиметров. Не знаю, что с ними будет дальше. Не хотелось бы думать, что они погибнут прямо здесь в магазине, потому что вытянулись они просто все капитально. Вот так выглядят розы. Сохранить их до весны будет сложно, но можно, в принципе, в условиях квартиры, если посадите 5-литровый горшок, можно дорастить на подоконнике. Вот тоже розочки, тоже уже проросшие, зимостойкие, чайно-гибридные, различные сорта, 333 рубля. Вот такие вот розочки. Практически все уже проросшие. 333 рубля. Флорибунда. Смотрите, пиончики тоже все проросшие практически. Пионы травянистые. 455 рублей. Сохранить их можно, конечно, попытаться в холодильнике, на полке для овощей. Но посмотрите, какие росты. Но только емкость и на подоконнике доращивать уже, конечно. Различные расцветки. Красные, белые, розовые. 455 рублей. Гортензии метельчатые. Одни из любимых моих декоративно цветущих кустарников. Давайте посмотрим. Здесь их сортов мало, конечно. Baby Lace. Ну вот цены 798 рублей. Есть также за 533 рубля Грандифлора. Но это более старый сорт. Жемчужина фестиваля 698. Вид у них, сразу вам скажу, не очень. Что там в пакетиках с корневой системой, непонятно. Почки уже на многих, посмотрите, открылись. Что с этими растениями будет, непонятно тоже. Но может быть кто-то и купит. Георгины. Ежегодно сажаю георгины. 498 рублей показываем. Это сорт Эдинбург. Очень старый сорт, надежный, для срезки подходит. У меня был один корешок этого сорта. Ну, не знаю, как перезимует или нет в этом году. 198 рублей. Лилия азиатская. В ассортименте. 233 рубля лилия восточная кобра. 355 рублей лилии лоа гибриды. Мне, конечно, больше нравится выращивать гибриды. Они показывают лучшие результаты. Цены разные. Вот смотрите, одна штука 233 рубля. Одна луковица. Это цена за штуку. Гладиолусы 177 рублей 3 штучки.
Сейчас посмотрим, как они выглядят. Ну, неплохой у них вид. Подсушенный, конечно. Ну, с виду нормальные луковки. Ну, их надо выкапывать. Не смог пройти мимо вот этой красоты. Это фаленопсисы, орхидеи. Многими очень любимые комнатные растения. Есть целые клубы любителей выращивания орхидей. Ну, фаленопсисы, насколько я понимаю, это самые простые орхидеи для выращивания. Такой горшочек стоит 1111 рублей. Расцветки разные. Фиолетовые, розовые, белые, пестрые, желтые. Каких только здесь нет. Фаленопсисов. Это просто чудо. Конечно, смотрятся они очень красиво. Давайте посмотрим на смородину. На смородину. Плодовые кустарники. Черноплодная смородина. Черная смородина 255 рублей. Сорт экзотика. Очень хороший сорт. У меня есть такой сорт смородины. Увидите, берите смело. Но, конечно, не в таком переросшем виде. Я не знаю, что с ней делать сейчас. Конец февраля. До момента посадки в открытый грунт еще целых 2 месяца. Фитоверм. Отличное средство. Практически безопасное от комплекса вредителей. Особенно хорошо от тлей и от паутинного клеща работает по смородине. Биопрепарат 15 рублей 20 копеек 4 миллилитра. 4 миллилитра это на 5 литров воды. Ипин. Один из самых популярных у нас стимуляторов для растений, стимулятор роста, 17 рублей на копейка. Ну и циркон, очень похожий препарат, похожий на ипин, в смысле, с таким же практически свойствами. 14 рублей 20 копеек регулятор роста. При пересадке растений незаменимые препараты. Средства для защиты растений Ардан. Стоит 93 рубля 25 грамм. Я так понимаю, это на 10 литров. Бордоская жидкость уже готовая в бутылочке. Разводить ничего не надо. Но и цена у нее 388 рублей. 500 миллилитров. Цена достаточно высокая. А вот бордоская жидкость, которую нужно приготовить самому. На 10 литров воды 200 граммов. Сейчас посмотрим. 78 рублей. Пожалуйста, кому-то такой вариант более подходит. Но только нужно самому все приготовить. Ну и в конце видео показываю вот такие вот качели. Садовые качели. Вот такого интересного вида. Цены на них достаточно высокие. Но тем не менее смотрится очень красиво. Всем большое спасибо за просмотр. Хороших вам урожаев.